Ну, всем привет. Смотрите, сегодня какая жара здесь. Это под крышей на террасе. Охренеть. Ну ладно. Видео не о температуре, как обещал. Но уже подошел срок. Надо мне нормировать виноград. Ну, как сказать, нормировка винограда, урожая гроздями. Вроде так по-научному. Ну и, как сказать, что для этого надо? Секатор, ведерко куда что выкидывать. Ну и что еще надо? Договориться с внутренней жабой, потому что сердце будет сейчас обливаться кровью, жаба будет протестовать, но это надо делать. Ну, без теории. Так, в принципе, что я скажу? Я оставляю одну гроздь на лозе. Для эксперимента расставлю какой-то 2 нынче. Почему так? Потому что у нас лето такое, как бы Германия, Бремен. Может такой сложиться вариант, что тупо не вызреет. А одна гроздь как бы всегда стабильный результат. Наливается, вызревает. Ну, как-то так. Присоединяйтесь. Одна практика без теории. Так. Ну, приступим. Это виноград голубой мускат. Он с косточкой у меня. Ну, впоследствии я его заменю на тот у меня Юпитер. Ну, может, оставлю. Посмотрим, что. Выписывал, главное, 2 кустика в ноябре. Вот один кустик пришел голубой мускат, но он без косточек, а вот этот с косточками. И у него и лист другой. Ну, короче, получается как бы обман. Самые слабые скидываю. Оставляю самую крупную гроздь, стараюсь. Сердце кровью обливается. Тут у нас одна. Интересно, одна всего. Тут тоже одна. Ну, в принципе, можно его и вообще отрезать, раз он не хочет плодоносить. Мы его уберем. Так, это у нас тоже без плодоношения. Пусть нам не затеняет. Ну, вот так бывает. Так бывает. Ну, вот здесь мы, считаю, справились. Переходим на другую сторону. Этот виноград у меня Юпитер. Ну, вот что тут оставить? Так, вот это еще. Обрезаем. Вот это открытое сильно будет, не знаю. Конечно, срежу. А на Юпитере я могу оставить теоретически 2. Оставлю я для эксперимента на этой стороне по 2, а на той стороне обрежу. Так, по 2. По 2. Тут она сама одна. Так, вот маленькие грозочки оставлю я, наверное, под бизнес. Тут тоже этот растет лишний. Вот
Как-то так. Оставлю на Юпитере отдых. Не угроз поменьше. И в прошлом году она, в принципе, сахар набрала, выгрела. Так, это тоже у меня голубой мускат. Ну, посмотрим, что здесь. Оставляю здесь по одной грозди. Листик, ничего не видно. Всегда жалко резать вот так. Оставит все, будет мелкий, но ничего не наберет. Уже это же проверено жизнью. Так, как до тебя добраться тут? Угу. Какие тут заросли маленькие, разбираю. Тоже как бы мелочно вызрел. Так, лучше оставить. Жалко, прям жалко резать его. Вот какая гроздь. Шикарная. Какую тут выбрать? Вот эту срежу, наверное. Сейчас это срежу. Вот есть гроздочки как бы не шибко и большие. Но они всегда кажется, что они большие. Потом ты их срезаешь, и они набирают свою. Так. Тут меньше хорошие гроздочки там. Ну, вот. Ну вот как-то так вот, столько мы нарезали.
так у нас осталось. Ну, по мере развития буду снимать видео, как растет, как зреет. Как я сказал, на Юлюшке грозди поменьше. Ой, на Юлюшке, на Юпитере. Поэтому там я оставил по 2 гроздочки. Ну, надеюсь, вызрет. Жара, конечно, это ужас какой-то. Но на сегодня все. На улице невозможно находиться при такой жаре. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Будем вместе ростить. Ну, всего вам.